Здравствуйте, мои дорогие друзья! Продолжаю мой интереснейший рассказ о поездке во Львов. Обещала вам зайти в кафедральный собор, и сейчас выполняю вашу просьбу. Мы находимся около Львовской катедры. Это латинский собор, его иначе называют. Вот мы входим вместе с верующими. Сейчас будет святая месса, на которую я хочу попасть. Здесь святая вода, и нужно макнуть мне руку, перекреститься перед входом в храм. Кому интересно, у меня на канале поищите, на плейлисте Львов есть подробнейший рассказ об этом уникальном месте. Я не побоюсь этого слова, уникальном. Главный алтарь, и сейчас наступает месса. Вот я уже вышла из костела, и около костела здесь множество разных кафешек, а это так называемая часовня Боимов, каплица Боимов, как она называется. Это памятник архитектуры, и туда можно зайти, конечно же, по билетам. Вот сейчас он выглядит таким образом. Я думаю, что это его так, как бы сказать, по-польски называется «забезпечили», так же вот как и эти скульптуры Пинзля, известного скульптора. Ну, вот это все связано с теми событиями, которые сейчас происходят в Украине. То, что я обещала вам показывать, как изменяется город и по каким признакам можно определить, что в стране происходят те или иные события. Памятники архитектуры вот таким образом, как сказать, охраняют, или не знаю, ну вот убежало у меня слово. Уличные музыканты. Воскресенье. А мы идем с вами дальше от катедры и увидите, как живет воскресный Львов. Множество кафешек, множество людей сидят, отдыхают, и, конечно же, множество туристов, хотя летом их будет еще больше. Так, если не видеть вот всех этих подстраховочных таких элементов, то есть там, где заколочены окна, или стоят мешки с песком, вот, или такие сетки на памятниках, то, как вы видите, по людям и по атмосфере ничего такого не скажешь. Хотя среди пешеходов появляется довольно много людей в военной форме. И это тоже напоминает о том, что все-таки что-то происходит. Погода сегодня отличная, поэтому, наверное, людей много. Вот здесь какие-то ремонты, вижу, производятся. Нужно их обойти. Заглянем, что на витринах магазинов. Здесь какой-то обувной магазин. Написано, что можно приобрести большие размеры. Это, наверное, для мужчин более актуально. И сейчас мы с вами потихоньку выходим из улицы Галицкой на площадь. Вот уже видно памятник с конем, или как они его называют, «Встретимся у коня». Это Данила Галицкий на коне, основатель города Львова, князь Данила Галицкий. И вот мы с вами выходим на площадь. Это, можно сказать, почти сам центр города. Вот, и вот в эту сторону, в которую мы идем, если идти все время прямо, мы выйдем к памятнику Мицкевича, и дальше по прямой уже дойдем до оперного театра. А я вернулась на площадь. Посмотрите, какие прекрасные тюльпаны. Просто цвета обалденные. Очень красиво. И вот стоит памятник. Здесь по другую сторону находится Галицкий рынок. Вот Данила Галицкий на коне. И сзади него дома австрийского периода.
я перехожу на светофоре на другую сторону. Хочу посмотреть, какой построили здесь фонтан. Когда я была последний раз в этом месте, были интересные раскопки средневекового костела. И можно было даже посмотреть его фундаменты. Вот уже все закопали. Вот эта площадь была вся разрыта. Посмотрите у меня на канале, у меня там есть видео, какие тайны хранит Львов. Вот в этом месте закопан средневековый костел. Вот вижу, что все уже прикрыли, сделали вот такую площадь. Раньше здесь еще был фонтан, но, видимо, теперь планы изменились. Была кафешка, вот построили новый фонтан, хотя он какой-то такой не впечатляющий, сказала бы вам, как-то неуютно на этой площади. Эти стульчики такие какие-то, ну, не знаю, мне почему-то не очень нравится. Конечно же, дело вкусов, но какой-то он здесь ансамбль неуютненький. Идем дальше с вами. Вон впереди там появляется костел Бернардинов. Сейчас там греко-католическая церковь святого Андрея. Вот она виднеется. Около этого костела снимали некоторые кадры фильма «Д'Артаньян и 3 мушкетера». Кто узнает, присмотритесь внимательно. Очень красивое сооружение, и внутри тоже очень и очень красиво. Видите, людей много, идти не очень так комфортно. Бабушки продают весенние цветочки. Все это еще присутствует, такая продажа просто на улице, с тротуаров. Но уже вижу этого меньше немножко, чем было раньше. Здесь мы выходим на цветочный рынок около Галицкого базара. Вот видите, это арка, или как сказать, перед костелом тоже в лесах. То есть тоже ее прикрыли, вот, чтобы ничего с ней не случилось. Но в воскресенье, вижу, цветов так много нету, хотя там женщины стоят. Но здесь большие павильоны, и там всегда очень и очень много разных цветов. Вот мы выходим к главному входу Галицкого базара. Вот. И дальше торговый центр Роксолана. О нем я тоже вам уже рассказывала в своих давнишних поездках во Львов. Внутри там все очень современно, а дом, как видите, соответствует тому виду, который, ну, как бы ансамблю города ничего не поменяли, а внутри сделали так, как хотели. И я этому очень-очень рада, что здесь не стоит какая-то современная постройка, которая совершенно не вписывается в ансамбль города. И это буду повторять всегда, потому что я за то, чтобы Львов был Львовом, и его не портили, и не вставляли здесь ничего современного. На окраинах, пожалуйста, здесь пусть будет все как должно быть, потому что Львов – это такая изюминка, которую портить страшный грех. Вот посмотрите, какие прекрасные австрийские постройки здесь присутствуют. Дома очень красивые, но, к сожалению, как видите, они все худшем и худшем состоянии. Вот, показывают так, как есть, то, что вижу. И это не на плюс в этой поездке. За что нужно похвалить, это всегда пожалуйста, но то, что не так, тоже нужно, я так считаю, замечать. Вот мы с вами идем. Дальше множество магазинов также закрытых. Это воскресенье, как я уже говорила, но все равно очень много работает. У нас в Польше, например, в воскресенье почти ничего не работает, и почти нигде вы ничего не купите. Все супермаркеты, все закрыто, продуктовые закрыты. Только Жабки, наверное, открыты, но там все дорого и не такой большой выбор. А здесь все-таки и в воскресенье еще можно зайти и продукты купить, и на рынке тоже что-то можно купить. Так что
это, как сказать, на плюс для тех, кто не успел затариться, кому что-то нужно просто срочно приобрести. И вот так плавненько мы с вами вошли в улицу Ивана Франка, которая очень-очень длинная. Вот. И, ну, показываю все как есть. Видите, очень и очень грустно наблюдать вот такую ситуацию. Хотя, посмотрите, дома шедевральные, если их так вот, как сказать, привести в божеский вид. Это все люксовские дома, там прекрасные квартиры, прекрасные планировки, высокие потолки. И вот видите, а вот такое что-то поставят в центре, и оно ни туда и ни сюда не вписывается. Это отель Ибис, внизу пиццерия, да, Челентано, но дом ужасный, если смотреть на то, какие дома присутствуют на улице. На этом я сегодняшнее видео потихоньку буду заканчивать. Я еще буду вам снимать множество прогулок по Львову, поэтому не переключайтесь, смотрите предыдущие ролики, обязательно ждите следующие, комментируйте, подписывайтесь, заходите, пока.